Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 9 по 15 февраля. Давайте посмотрим, что же близнецов ожидает в этот отрезок времени, какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я всегда очень рада обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь. Также не забудьте подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали. Я также буду очень и очень вам за это признательна. Расклад на двух колодах мы делаем. Первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений или разъяснений. На каждый день недели выкладываю по одной карте и, соответственно, из двух колод получается сочетание карт, на которые мы смотрим, и из них уже делаем выводы, что вас ожидает в тот или иной день. Итак, близнецы, давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта у вас туз жезлов. Карта туз жезлов вместе с картой Луна. И вот здесь интересно, потому что туз жезлов — это в целом идея, даже не идея, это уже желание действовать, желание что-то менять, желание показать свою силу, желание что-то кардинально здесь переменить в своей жизни. Да? Может быть, здесь какие-то могут быть значимые перемены, которых вам очень хочется, о которых вы мечтаете. Здесь есть шанс как-то эти перемены начать осуществлять. Также здесь может быть, так как это Луна, это еще страхи и неуверенность в себе. Вы можете бояться каких-то шагов или действий. То есть вот вы знаете, можете здесь бояться действовать, потому что вы не знаете, получится ли, удастся ли реализовать вот по тузу жезла вот эту идею свою. Кстати, у кого-то здесь может быть что-то связанное с желанием завести ребенка, опять-таки переживания по этому поводу, может быть какие-то колебания, может быть да, какая-то тревожность дополнительная. Но в целом карта Луна, она об этом тоже может говорить. Дальше у нас идет карта восьмерка пентаклей. И восьмерка пентаклей, она про, в принципе, успешную работу, про успешную какую-то занятость, но при этом вы прикладываете прямо очень много каких-то усилий по принцу мечей. То есть вы боретесь, сражаетесь, вы здесь преодолеваете какие-то препятствия, вы здесь показываете свою настойчивость, решительность, вы здесь прямо закрытые двери какие-то открываете, напролом идете для того, чтобы добиться успеха в вашей работе, в ваших делах, в вашей занятости какой-то. То есть вы свою удачу просто пытаетесь выбрать таким образом. Карта принца мечей. Может быть, общение с другим воздушным знаком тоже имеет место. То есть это весы, близнецы или водолеи. А дальше идет карта девятка мечей. Девятка мечей здесь о, может быть, бессонных ночах, переживаниях, о каких-то волнениях, тревогах, которые могут у вас быть. Может быть, даже чувство вины за что-то. Или вот как будто гложет что-то, волнуетесь из-за вот каких-то событий, каких-то сообщений, которые вот вокруг вас витают, происходят. Тут же пятерка кубков. Непонимание, как действовать, как быть, какие-то внутренние у вас конфликты есть с собой здесь, возможно. Вы здесь печалитесь из-за каких-то неприятностей, страдаете из-за этого, может быть, чувствуете, что в чем-то как провал, да, в делах или в каком-то, или в отношениях, вот провал, неудача, неуспех, вот что-то не получается у вас, соответственно, здесь сделать, потому что, пятерка мечей — это вот конфликты могут быть, разногласия, вы потом из-за этого переживаете, плохо спите, может быть, кому-то что-то сказали или сделали раньше что-то плохое, а сейчас об этом очень сильно переживаете, вините себя и плохо из этого по ночам спите. То есть что-то сильно вас беспокоит. И дальше идет карта десятка мечей, желание завершить эту некомфортную для вас ситуацию, потому что она вызывает у вас отчаяние, стресс, чувство бедствия, переживания. И по девятке жезлов вы стараетесь здесь сохранить всю свою силу, свою волю, да, стараетесь сохранять спокойствие,
И старайтесь отгородить себя от чего-то негативного. То есть вот старайтесь максимально отгородить себя от всего плохого. Старайтесь сконцентрироваться на основной задаче и с упрямством, с настойчивостью доделать что-то для вас важное, к чему вы идете, к чему вы, соответственно, стремитесь изначально. Да, то есть по девятке жезлов, сохраняя свою силу. Дальше идет умеренность, баланс, желание сохранять баланс, желание сохранять спокойствие в этой ситуации. Карта Стрельца, кстати, и восьмерка жезлов, и карта умеренности, это карта Стрельца, и может показывать человек знака Стрелец, с которым вы общаетесь, либо вы здесь благодаря спокойствию можете добиться хорошего результата, прогресса. Вы спокойно общаетесь с окружающими, стараетесь находить какие-то точки соприкосновения, стараетесь находить какие-то компромиссы, можете заводить новых друзей, опять-таки достаточно спокойно находите с ними точки соприкосновения, общения, налаживаете это. То есть достаточно хорошие карты такие, да, у вас на пятницу. Осторожнее нужно быть вот здесь вот в среду, может быть в четверг. Дальше идет десятка жезлов, может быть перегруженность делами, работой или какими-то бытовыми вопросами для вас. И также по семерке пентаклей ощущение, что ну вот как-то чересчур, может быть вам сложно и тяжело, но вы терпеливо тянете на себе какой-то вот как крест, задачу, какую-то вот тяжесть, да, ношу или работу, которую вы взяли с собой на выходной день, либо какие-то семейные дела, которые вам даются тяжело, а вы все равно стараетесь быть терпеливыми, выносливыми, такими, знаете, спокойными. Вот что-то медленно выполняется, может быть, по дому ремонт медленно делается, да, и вы уже вот устали от этого ремонта, а его еще нужно там всю неделю работали и выходные еще работать. То есть вот что-то вот прям вам тяжело, как будто бы здесь дается, и на вас это немножечко давит. Дальше идет туз пентаклей. Хорошая в целом-то карта, да, которая показывает такую независимость, финансы. По принцу дисков, опять-таки здесь диски, пентакли, может быть общение с земным знаком, то есть девы, тельцы или козероги. Но вместе с принцем дисков, вместе с тузом пентаклей, который говорит о уверенности в себе, о ощущении, что медленно, но уверенно иду к своей цели. Да, медленно, но уверенно иду к своей какой-то независимости, может быть, да, ловлю свою удачу за хвост, иду к своему процветанию, что меня будут хвалить за то, что я вот такой выносливый, да, и вот так вот терпеливо какие-то свои дела выполняю, делаю. То есть здесь вот успех, к которому вы идете. Вот воскресенье, хорошая достаточно карта. Может быть, вы здесь, знаете, как будто тратите какие-то деньги, но на пользу себе, в радость себе, или куда-то едете, запланированные какие-то поездки. Но опять-таки здесь, скорее всего, вам эта поездка дает ощущение уверенности в себе, или какие-то встречи, которые дают ощущение уверенности в себе в первую очередь. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!